Итак, дамы и господа, мы сейчас едем на конюшню, вы уже знаете куда. Едем на конюшню к Елене Стар и Александру Лукьянчук. Конюшня называется Westphalian Stables. Она довольно-таки известная в Германии. Основатели данной конюшни — это пара из Москвы. И мы будем брать у них интервью. Надеюсь, что вам понравится, не переключайтесь. На конюшню к Алене я попала совершенно случайно. В 2018 году я решила поехать к ним на стажировку, так скажем, на 2 недели. И в итоге осталась больше, чем на полгода. В конюшне всегда чисто, уютно. Ты всегда будешь спокоен, что твоя лошадь будет накормлена, одета, напоена, почищена, отработана, и все будет происходить в самом лучшем виде, как будто бы это ты сам все делал. На территории есть крытый манеж, открытый плац, бочка, шагалка, основная конюшня, конюшня для маток, кафе. Также есть дом для персонала, но там есть и квартира, которая сдается, и дом основателей конюшни Алены и Саши, а также множество левад и пэддоков. Как бы ты охарактеризовала себя 2 словами? 2 слова. Первое слово, я считаю, что это упорство, потому что из любой самой сложной ситуации я пытаюсь выйти и получить максимум. И второе слово, это, наверное, перфекционизм, потому что я пытаюсь всегда сделать все максимально правильно, хорошо и быстро. Каким образом ты пришла в конный клуб в Москве? Вообще, как появилась идея конного спорта? Вообще идея появилась так, что я с самого рождения вообще фанатела от лошадей. У меня было все с лошадьми. Тетрадки, одежда, заколки, обои. И вообще я была всегда лошадь, это было мое любимое животное. Но из-за того, что мы жили в центре Москвы, ездить в конюшню в какую-то было достаточно тяжело. Плюс у меня был маленький брат, и его нужно было всегда возить с собой, поэтому мои родители сказали, что можно отложить занятия конным спортом на потом, когда я уже буду более самостоятельной. И, естественно, я ждала нетерпения в этот момент. И потом я начала заниматься в Продаре, когда у меня уже было время и машина, и возможность ездить самой. Поэтому я сначала пришла в Прадар, просто в прокат, и брала занятия. И, можно сказать, более-менее там научилась ездить. А почему решила переехать и углубиться в спорт? Ну, потом я из Прадара перешла в Московский спортивный клуб и начала там тренироваться с Машей Горбачевой. Мы арендовали лошадь, потом стал вопрос о покупке лошади, и мы приехали через какое-то время в Германию покупать лошадь. Вот. И после покупки лошади здесь где-то полгода я была с этой лошадью в Москве, и после этого я вернулась сюда тренироваться, потому что, естественно, конный спорт в Германии – это совсем другой уровень, нежели в России, поэтому я хотела больше углубиться именно в спорт. И я решила, что Германия – это самое лучшее место для этого. Мне так казалось на тот момент. Сейчас другое мнение? Нет, сейчас мнение не другое, но как бы просто совсем разный уровень. И, естественно, после России очень тяжело. Я думаю, ты знаешь это сама. Совсем другой уровень, поэтому после России понимаешь, что ты попал не совсем туда, куда ты хотел. Ну, точнее, о том, как это должно было быть, и все намного сложнее, и уровень выше, и спортсмены, намного больше спортсменов, и как бы лошади у всех на каждом углу, поэтому это не что-то такое вау. Конный спорт — это как бы обычное занятие, которым занимаются почти все, особенно в северо-западе Германии. Соответственно, больше конкуренции. Да, больше конкуренции, больше вариантов, как бы что, где и как. Ну, естественно, и больше выбор тренеров, конюшен и больше вариантов, нежели в России. А был ли страх при переезде и как ты с ним боролась? Страх. Ну, наверное, или у страха глаза великих?
Нет, наверное, у меня не было страха, потому что я всегда очень как бы быстро решаюсь на какие-то перемены. И у меня был еще такой период в жизни, что я только закончила институт, и у меня не было такого, что у меня работа, либо еще что-то. Саша жил в другом городе, потому что он играл в хоккей. И я как быстро решилась на переезд, но у меня были сложности, с которыми я столкнулась, из-за того, что я там не знала язык, у меня не было знакомых, друзей, и я была абсолютно, у меня была машина, лошадь и я, как бы, и все. И поэтому из-за этого было не то, что страшно, было как бы очень непривычно, и, естественно, зона комфорта была очень, очень далеко, потому что как бы другой менталитет людей, другое отношение друг к другу, и после русского менталитета было тяжело в этом плане. И плюс потому, что я была совсем одна. У меня не было вообще никого. И это был как бы такой момент. Первый год было тяжело, потому что когда ты один, пытаешься чего-то добиться, ничего не знаешь, то это было как бы тяжело. И что бы ты посоветовала тем, кто, допустим, тоже хочет переехать, но не решается или... Ну, наверное, первое — это взвесить все за и против, как бы насколько этот переезд важен, нужен и что он может дать. А второе, я считаю, что нужно как бы держаться или просить помощи у тех, у кого уже есть опыт в этом. И не бояться обращаться в какие-то либо компании, либо обращаться к каким-то людям, которые уже переехал и здесь живет, либо кто-то кого-то знает. Потому что если у тебя есть помощь, связи и какая-то поддержка, пусть даже поддержка за деньги, это всегда намного проще, чем как бы прыгать одному. И тогда получается намного больше препятствий, на мой взгляд, намного больше препятствий в повседневной жизни, когда ты делаешь все сам в первый раз, нежели если ты просишь помощь кого-то, кто уже это прошел, либо кто это знает, как это можно сделать. То есть тебе можно написать, если, допустим, человек из Москвы, к примеру, или из другого какого-то города собирается переехать и... Да, конечно, с удовольствием готова помочь. И как бы изначально была, и когда мы покупали конюшню, это была как бы и главная идея того, что мы будем помогать русским, которые хотят переехать тренироваться, либо покупать лошадей, либо просто приезжать на временные тренировки или приезжать на турниры, что мы будем помогать, потому что у нас есть опыт вот того, как бы оказать ту сферу услуг, которой не хватает, потому что не все немцы будут там, переводить, помогать, там, звонить в федерацию, организовывать коневозки, а мы как бы готовы в этом помочь, потому что я сама лично была как бы на том же месте, когда у меня не было ничего, я не знала немецкий, у меня не было прав там, на прицеп, например, и я сидела одна, и было очень мало людей, которые могли бы мне помочь. Я бы сказала, процентов, наверное, 10 из всего. Да, ну просто как бы немцы, естественно, как бы немцы, либо голландцы, или другие нации, которые здесь живут, как бы, естественно, все могут, все милые и хорошие, все готовы помочь, но, естественно, это как бы может быть разовое, либо как-то это просто как одолжение. Понятно, что если у тебя есть тренер, он может тебе организовать и коневозку, и там тренировки, и там врача, коваля и прочее. Но в основном это как бы такое разовое. А на длительной основе это не все так рады, мне кажется, это делать. Вот. Сошлись ли твои ожидания и реальность? Ну, если честно, я когда сюда ехала в 2012 году, я планировала в Рио на Олимпиаде выступать. Поэтому немножко, естественно, не сошлось, потому что я думала, что можно потренироваться и поехать, все выиграть. И, естественно, я немножко не так представляла себе. Ну, я все судила по турнирам в Москве. А здесь, естественно, здесь совсем другой уровень. И здесь даже любители, которые просто ездят на одной лошади, чаще всего ездят лучше, чем профессиональные всадники в России. Поэтому как бы абсолютно другой уровень, и когда это можно понять только когда как бы окажешься в этом. Я думаю, у тебя тоже было то же самое, когда ты приезжаешь на соревнования и смотришь, как выступают
как бы всадники даже не топ, а просто как бы средняя масса, ты понимаешь, что это совсем другой уровень, и чтобы им соответствовать или выступать с ними наравне, это очень-очень много часов работы, и это не только именно в седле, а в основном как бы это все, что происходит вокруг лошади тоже. Это надо учитывать, потому что Германия это такая страна, где и менеджмент, и ветеринария, и коваля, и коноводы, все на как бы очень высоком уровне, поэтому нужно работать не только над посадкой либо лошадью, а именно над всем менеджментом, все, что строится вокруг. И я считаю, что команда должна быть не только всадник-лошадь, а должен быть еще и тренер, и коновод, и врач, и как бы это должно вот действительно работать. Поэтому, мне кажется, не так много всадников добиваются такого большого успеха, хоть у них есть и классные лошади, и они талантливые, и они работают, потому что все должно работать в сумме. И успех приходит, мне кажется, тогда, когда это прям работает. Вот как, мне кажется, например, сейчас у Дюфур, у нее все как бы есть. И у нее и врачи, и массажисты, и физио, и она за собой следит, и тренер сборной, и как бы лошади, и коваль. Как бы и она вот над этим работает, и вот к данному моменту она пришла как бы на пик. Понятно, что есть всегда куда развиваться, но в данный момент у нее все работает. Есть всадники, у которых там, лошади хромают, но они хромают не потому, что у них плохое здоровье, потому что, например, коваль, может быть, делает что-то не то, либо тренировки не подходят этим лошадям. И в этом плане, мне кажется, это так же важно, как и сама тренировка, либо турниры. Нужно именно заставить все работать вокруг тебя и лошади. И тогда это будет получаться. Какой у тебя распорядок дня? С чего начинается твой день? Во сколько ты вообще встаешь, подходишь на конюшню? Ну, вообще, я не по немецкой системе. Я просыпаюсь достаточно поздно, наверное, около 7. Вот, и... Поздно. Ну, для немцев это поздно, потому что немцы некоторые просыпаются в 5. И в конюшне там уже в 6:30 садятся на первую лошадь. У нас немножко не так, поэтому мы начинаем в 7 утра в конюшне, и я прихожу примерно к 8. Ну, сейчас с маленьким ребенком к 8:30. И первая лошадь уже готова к этому времени. Вот, и обычно до 12:30 я работаю лошадей, потом у нас перерыв на обед, и где-то с 2 я начинаю работать в основном молодых. Это там корда, либо заездка, либо что-то такое. Либо если у нас день, когда все отработаны и молодых работать не надо, тогда мы делаем просто что-то по конюшне, какие-то там дела. Вот. Обычно конюшня это с 7 до 12 и с 2 до 5. Иногда 6, зависит от дня. Позволяет ли такой график отдыхать? И если, вообще как бы позволяет? Ну, если честно, зависит не от графика, потому что график меняется, как бы мы его сами меняем, в основном это конюшня. Потому что конюшня это такое, лошади это животные, ты им не скажешь, сегодня воскресенье, я не приду. Или там, сейчас Новый год, и мне нужна неделя праздников. Поэтому лошади у нее каждый день как новый день, и каждый день одно и то же. Поэтому в этом плане со своей конюшней тяжело отдыхать. И обычно у нас это там 1-2 дня, потому что все равно лошади требуют внимания. И даже учитывая, что у нас достаточно хорошая команда в данный момент, все равно за ними нужно как бы присматривать. И все равно это как бы командная работа. Поэтому мы в основном немного отдыхаем, пару раз в год. И только пару дней. Поэтому в основном это, правда, конюшня. Потому что когда у тебя лошади в другой конюшне, и за ним как бы есть человек, который как бы, и занимается и конюшней, отдельный человек, который следит за лошадью, и у тебя есть еще коновод, то, естественно, намного проще. А когда у тебя своя конюшня, то вся ответственность лежит на тебе. Поэтому в этом плане больше не распорядок дня мешает отпуску или отдыху, а сама конюшня, потому что это нон-стоп 24/7 всегда ответственность. Конный спорт и бизнес совместимы? Ну, думаю, что да, но тоже зависит от того, какая сфера.
какая сфера конного спорта и какая сфера бизнеса. Если брать вообще абсолютно разные вещи, то я, например, могу совмещать архитектуру и конный спорт, потому что я также на фрилансе работаю архитектором. И, я выбрала нишу проектирования конюшен или реконструкция конюшен, и я как бы стараюсь заниматься только этим, но это возможно, потому что фриланс позволяет работать где угодно и когда угодно. Работа в офисе, наверное, своя конюшня и работа в офисе — это тяжело, потому что лошади не ждут. И ими нужно заниматься в течение дня. Нельзя сказать, что я приду в 6 и отработаю там 8 голов. Все равно это как бы нужно делать в течение дня. А какой-то бизнес, связанный с лошадьми, либо с амуницией, либо какими-то продуктами, которые относятся к лошадям, я думаю, что это абсолютно спокойно совмещать. Ты бы посоветовала получить какую-то базовую профессию и ее, так скажем, подогнать под конный спорт, или же получить профессию, как представляется возможно в Европе, именно связанную с конным спортом? Здесь есть программы бизнес-менеджмент в конной индустрии. Например, в Голландии есть университет, который преподает данное. Также в Германии на немецком тоже есть такие программы. Ну, мне кажется, зависит от того, чем ты хочешь конкретно заниматься в будущем. Если ты хочешь заниматься только лошадьми, и ты уверен, что это то, что ты хочешь, и то, что тебе принесет и радость, и деньги, то имеет смысл заниматься именно конной индустрией. Но, с другой стороны, профессии стандартные, их тоже можно подогнать под конную индустрию, потому что конная индустрия тоже развивается, и сейчас больше люди занимаются и маркетингом, и продажами, и это все как бы востребовано. И в любом случае все компании привлекают специалистов со стороны, не именно тех, которые занимаются конным спортом, и интегрируют это. Либо люди с увлечениями. Поэтому мне кажется, что в плане профессии можно и получать абсолютно обычную профессию, именно то, что нравится, и интегрировать это в конный спорт. Потому что у меня также, я изначально, когда шла на архитектора, у меня вообще никаких связей с конным спортом не было. И потом я поняла, что я хочу проектировать конные комплексы, конюшни и все, что связано с именно лошадьми, потому что я как всадник могу зонирование, потому что большая проблема в обычных компаниях, что люди, которые не занимаются лошадьми, они не понимают эту сеть, как это должно работать. И иногда бывает, что манеж там, амуниция в другом месте, мойка там еще за 10 метров, и людям не так удобно это использовать. Поэтому я как архитектор и как всадник могу это совместить. И моя профессия, которая не зависит от конного спорта, как бы мне пригодилась в будущем. У вас очень рациональное расположение конюшни. По каким критериям выбиралось место? Почему именно данный район, а, например, не Мюнхен или не Дрезден или не Гамбург, например? Мне кажется, что северо-запад Германии, здесь спорт конный спорт наиболее развит, и плюс здесь недалеко федерация конного спорта, здесь все соревнования проходят, основная масса, и здесь достаточно легко найти тренера, потому что, естественно, очень много конюшен, очень много спортсменов и очень много людей, которые тренируют. Какие дальнейшие планы касательно конюшни и вообще карьеры именно в конном спорте? Если честно, конюшня и карьера немножко это два разных плана, два разных направления, потому что конюшня она сама по себе. Мы также хотим продолжать принимать клиентов из разных стран, помогать им и тренироваться, покупать лошадей, продавать лошадей и оказывать им всевозможные услуги, которые связаны с турнирами, лошадьми и их проживанием в Германии. А моя спортивная карьера, я продолжаю тренироваться для того, чтобы выступать большой приз.
У меня 2 большепризные лошади, и я надеюсь, что в следующем сезоне я смогу начать. Расскажи немного о лошадях, которые у тебя вообще в принципе есть, которые были, может быть, какие-то самые запоминающиеся. Началось все с коня Сандриго, которого мы купили тут, и с которым я потом приехала сюда обратно тренироваться. Он сейчас на пенсии, потому что ему уже 16 лет, и у него были проблемы по здоровью, поэтому мы его в том году отправили на пенсию, и он счастлив, живет с нами и радуется. И мы радуемся, что он с нами. Вот. И так у меня сейчас, можно сказать, 2 основных коня. Foreign Affair, мы его купили 1,5 года назад, и я на нем выступала малый круг, достаточно успешно, международные соревнования, и сейчас мы работаем подготовимся к большому призу, и вот на следующей неделе я должна выступать средний 2. И я надеюсь, что за зиму мы доработаем большой, и я в следующем сезоне буду выступать в большой приз. Ему 10 лет, он голландской теплокровной породы, и, в принципе, это на данный момент моя основная лошадь. Также у нас есть лошади на продажу, в которых я работаю, которые принадлежат нам, либо наших клиентов. И на них я тоже выступаю. И мы их показываем на продажу, и они работают в тренинге. Вот. И также у нас есть лошади, которые родились у нас, которых мы сами вырастили. И вот у нас сейчас уже третий год подходит к заездке. Лошади, которые родились у нас, самым старшим сейчас 5 лет. Одного мы продали в Америку. Он в Орегоне. Хозяйка должна быть очень счастлива, потому что она присылает нам фотографии и видео, как он там гуляет, как он на нем ездит, он ходит в лес. И я думаю, что она очень счастлива, и он счастлив. А второй конь Эверест. Сначала мы не хотели его продавать, но он вырос очень, очень большим, поэтому мы решили его продать. И он стоит в Голландии на продажу. У меня почему-то сейчас такой возник вопрос, почему Westphalian Stables? Почему Westphalian Stables? Да, мы долго думали, потому что обычно всадники называют конюшни своими именами. И либо у них вообще просто нет названий, они как бы относятся к всаднику, и по имени всаднику понятно, что за конюшня. Но когда мы делали ремонт, естественно, у меня имени как бы известного не было. И если бы мы назвали бы Star Dressage, я думаю, что это бы никто никому ничего не сказал. Вот. И поэтому мы долго думали, и мы выбрали название Вестфален, потому что это район Норд Рейн-Вестфалия, и порода лошади, которая здесь разводят, называется Вестфальская. И как бы мне кажется, что это название конюшни характеризует местность, где она находится. И поэтому мы подумали, что первое время мы посмотрим, как дальше будет. Конюшня будет называться Westphalian Stables. То есть здесь рождаются у вас Да. вестфальская порода? Да, потому что в Германии породы по регионам. Ольденбург, там рождается ольденбургская порода. Как бы, по сути, именно порода — это просто теплокровная порода. Как бы, у нее нет какого-то определенного, так же, как, это не как у собак. Вот, поэтому здесь все по району. Что бы хотелось добавить в наше интервью на твое усмотрение? Добавить, просто я могу сказать, что в принципе, как бы лошади и конюшни, вот именно своя конюшня, достаточно тяжело, потому что это такая работа, которая нон-стоп, и которая не всегда тебе отдает столько, сколько ты вкладываешь, потому что это лошади, они живые, люди, там человеческий фактор, есть коноводы, которые стараются, коноводы, которые все равно, и очень-очень много факторов, которые можно сложить. И, например, если смотреть Инстаграм, то я думаю, что это как верхушка айсберга. У всех всадников или у всех конюшен на самом деле не видно, что происходит на самом деле, потому что это такая работа, если ее обычно не показывают и обычно снимают там красивые фотографии и прочее. Потому что в основном это очень тяжелая работа и труд, и там лошади молодые либо взрослые, это все равно в них вкладывается очень много, поэтому я думаю, что всадники так много сильно не показывают весь свой день,
либо там каждую секунду никто не снимает. И мне кажется, что всадники, которые хотят только начать, либо хотят приехать в Германию, нужно просто, мне кажется, узнавать, звонить, там, спрашивать, писать, вот как, мне кажется, как ты делал сначала, и искать для себя что-то, что может подойти, и что будет комфортно, и где тебе могут помочь. И мне кажется, переезд в Германию, например, это не так тяжело. Я не знаю, как конкретно было у тебя. Есть моменты, что там тяжело без родителей, либо тяжело там без друзей, но это тоже зависит от того, какая у тебя цель. Если ты приехал и ты хочешь там просто гулять и проводить время, то, наверное, это может быть скучно. А когда ты в конюшне на лошади, либо у тебя есть какие-то дела и четкий распорядок дня, мне кажется, что с этим можно как-то работать. Просто времени не будет скучать. Да, не скучать, нет времени, но плюс, окей, с социальными сетьми и фейстаймом и прочим можно поддерживать связь. И главное, как бы, цель. И мне кажется, к любой цели можно прийти. Главное много работать, трудиться, и мне кажется, что тогда все получится. Ну и плюс, мне кажется, если ты можешь об этом мечтать, то ты можешь это сделать. И главное к этому идти. У меня татуировка, мои мечты всегда сбываются. Да, ну и поэтому, мне кажется, или, как говорят, if you can dream it, you can do it. В основном нужно просто работать и к этому идти. Как и с лошадьми, как и с турнирами, с конюшнями и с там, языковым барьером. Но мне кажется, что главное не бояться просить помощь у других людей. Будь это бесплатно, либо за деньги, советы и как угодно. Лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих. Да, поэтому я думаю, что у тебя почти такой путь, почти как и у меня, поэтому только без конюшни. Поэтому тебе проще в этом плане. Потому что ты не привязан к одному месту нон-стопом. Потому что, естественно, если бы меня сейчас спросили, хочу ли я купить конюшню и сделать вот то, все, что я сделала сейчас, я бы, наверное, сказала да, но лет через 10-15. Потому что все равно первое время лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих. Когда будет опыт, база. Да, потому что, конечно, ты сейчас оглядываешься и думаешь, о, как прикольно, столько мы всего сделали и сами, и как бы в этом есть, наверное, смысл, и немногие на это решатся, или немногие будут этим столько заниматься. Да. Мы довольны процессом, и то, что пока получается. Хочу сказать всем огромное спасибо за то, что вы посмотрели это видео. Я решила внести новый формат на свой YouTube-канал, сделать новый раздел. Это интервью с всадниками, владельцами конюшен, владельцами конных магазинов, все, что связано с конной индустрией. Если вам данная тема интересна, не забудьте, пожалуйста, поставить этому видео большой палец вверх, а также подписаться. И еще я буду безумно рада комментариям. А все, на этом все. Всем пока. С вами была Лиза.